В эти игры вам уж точно будет не стыдно поиграть на смартфоне. Представляю вам топ-20 лучших игр на Android и iOS. С вами Дитрих ТВ, мы начинаем. Дилогия Momentum Valley – это чрезвычайно оригинальные головоломки, причем не только по меркам смартфонов. Наша задача элементарна – найти путь в простейшем лабиринте. Вот только пространственное восприятие здесь работает совершенно не так, как в трехмерном мире. Визуально уровни Momentum Valley – это ожившие работы Маурица Эшера, объекты, которые никогда не бывают тем, чем кажется на первый взгляд. Но на самом деле это проще почувствовать самому, чем описать. По настроению неторопливое творение Уства Games напоминают не то незабвенную Journey, не то отдельное самые меланхоличные главы из книг о приключениях муми-троллей. Таинственное странствие молчаливой принцессы Иды или путешествие Ро с ее маленькой дочерью – это, пожалуй, лучший способ выйти из плоскости и просто помедитировать вечерок в одиночестве со смартфоном в руках. Благо игры не сложные, не слишком длинные. Ну а следующая лучшая игра на Android и iOS – это не просто игра, которая похожа на Journey, ее создатели те же авторы. По сути, это и есть Journey, пусть даже в новой обертке и слегка модифицированная под мобильные платформы. Да, это онлайн-игра, которую распространяют по модели Free-to-Play. Но разве модель распространения это главное в играх? Тем более, что запустив Sky Children of the Light, вы мгновенно забудете о всех мирских условностях. Этот проект вообще не создан для того, чтобы о чем-нибудь заботиться. Здесь нужно парить, релаксировать, исследовать и просто постигать дзен. Только не забудьте о наушниках, крошечные динамики смартфона непременно испортят все удовольствие. Звук здесь это половина дела, сообщает Sky при запуске. Дела у серии Silent Hill идут весьма паршиво, и началось это далеко не вчера. Но пока мы ловим хоть какие-то слухи о возможном продолжении, фанаты потихоньку создают свои альтернативы. Забытые воспоминания Forgotten Memories, пожалуй, самый близкий к классическим частям франшизы проект. Ну, по крайней мере, среди мобильных игр так уж точно. Здесь и сюжет про поиски пропавшей девочки, и сеттинг странной психиатрической клиники вне времени и пространства, и лошадиная доза олдскула, которую на смартфонах не часто встретишь. Например, батарейки, фонарики моментально садятся, патроны кончаются, а для сохранения игры нужно использовать древние компьютеры с далеко не безлимитными дискетами. Даже на самой легкой сложности здесь не становится слишком легко. Атмосфера старинного ужастика передана на все 100. Играть вполне можно даже без геймпада, а заканчивается приключение как раз вовремя, чтобы не успеть надоесть. Смартфоны – это идеальная платформа для маленьких тактических игр, которым отточенная механика куда нужнее, чем киношная постановка и реалистичная графика. Hoplite как раз входит в число таких крошечных шедевров. Ее можно назвать смесью Hades, одной из лучших игр прошлого года, кстати. А еще Into the Breach. Первую, путешествие Гоплита напоминает рогаликовой основой и сеттингом древнегреческого ада. Вторую, отточенными до мелочей правилами, которые делают из погружения в бездны гексагонального Тартара настоящий чемпионат по смертельным шахматам. Стратегическая прокачка, разнообразие врагов, случайная генерация уровней делает реиграбельность Hoplite практически бесконечной, а короткие сессии позволяют резать демонов хоть в автобусе, хоть в очереди на прививку. Добавить бы сюда еще хоть какой-нибудь сюжет, и цены бы такой игре не было. Далее по топу лучших игр на Android и iOS расположился Florence. Это коротенькая, камерная и совершенно бытовая история одной любви. Он и она. Знакомство, симпатия, влюбленность, которая перерастает в полноценное чувство. Первое свидание, первая ссора, рутина, заменяющая недавнее счастье, разрыв, переживание горя и, наконец, принятие. Сюжет проходится минут за 20, но дарит такой спектр чувств, что встречается далеко не в каждом большом приключении. Простые механики и совершенно элементарные головоломки идеально адаптированы под тач-управление и совершенно не отвлекают от главного – эмоций. Все очень мило, слегка наивно и невероятно обаятельно. Классический сюжет «Вокруг света за 80 дней» известен, пожалуй, каждому. Филиас Гуов, паспорту, невыполнимая пари, бешеная гонка через весь земной шар. В каких только формах не приставала одна из лучших историй Джулия Верна. Но в 80 днях от студии Incal она получила новое стимпанковское прочтение. Кругосветка в мире с паровыми лошадьми, поездами-батискафами и угольными летательными аппаратами. Это что-то свежее. Хотя игра на самом деле не такая уж и новая. По жанру же это текстовый квест, причем простейший, с выбором
выбором нескольких вариантов ответа. Но его достойно разнообразит интересный мир, неплохие тексты и дополнительные механики вроде выбора маршрута или менеджмента багажа. К слову, Ink — скриптовый движок 80 дней, можно бесплатно использовать для создания собственных текстовых приключений. Идем далее по топу лучших игр на Android и iOS, и здесь у нас расположился Oceanhorn. По большому счету, серия Oceanhorn — это клон Legend of Zelda для мобильных телефонов. Здесь есть и платформинг, и компактный, но весьма насыщенный открытый мир, и гонки на ховербайках, и управление сопартийцами, и несложные головоломки, и прокачка, и плавание под парусом, и бог знает еще что. Да, реализовано все на довольно примитивном уровне, но аналогов Oceanhorn все равно не найти. Если скучаете по 3D классике с PlayStation 1 или Nintendo 64, то ни в коем случае не проходите мимо. Тем более, что первая часть и так была очень большой и солидной игрой, а Oceanhorn 2 стала еще дороже, больше и круче предшественницы. Кстати, ролевых игр таких масштабов на смартфонах почти не встретишь. Но, к сожалению, второй эпизод обошел Android стороной, но зато есть на iPhone, iPad, Apple TV, Mac и Nintendo Switch. Как и многие другие проекты в этой подборке, Shinsekai Into the Depths долгое время оставалась эксклюзивом подписочного сервиса Apple Arcade. Потом перебралась на Nintendo Switch, но на Android так и не появилась и, видимо, не появится, очень жаль. Ведь это весьма симпатичный и занимательный платформер в сеттинге подводного ретро-футуристичного постапокалипсиса. Игра работает на 3D движке, но в душе остается классической двухмерной, причем весьма разнообразной. Здесь придется и стрелять в подводных монстров, и искать кислород, и плавать, и строить, и разгадывать историю обледеневшего мира, единственным живым обитателем которого остался главный герой, а именно молчаливый безымянный водолаз в глухом шлеме. И все это без единого слова. Shinsekai обходится чистым геймплеем и делает это блестяще. Да, Souls-like на смартфонах существуют. Более того, в них даже может быть удобное управление и без всякого геймпада. Ну ладно, по большому счету такая игра пока всего одна – Bleak Sword. Она представляет собой почти полный аналог Dark Souls, правда выполненный в необычной визуальной стилистике, которая сочетает монохромных плоских персонажей, пиксель-арт и маленькие, но все-таки трехмерные арены. Да, главный герой очень ограничен в возможностях, но эти ограничения столь органичны, что превращает игру в настоящую тактическую головоломку. И ставки в ней весьма высоки. Монстры здесь шутить не любят, помереть здесь ничуть не сложнее, чем где-нибудь на задворках Анор-Ландо, а каждая смерть лишает героя опыта, совсем как сами знаете где. Однако, если сразу же после гибели пройти неудачное место со второй попытки, все потерянное вернут обратно. Получается постоянное балансирование на грани драйва и фрустрации, крайне редкие и необычные ощущения для мобильной игры. В Devolver Digital работают большие специалисты по ретро-играм. Выйди Witch-Eye лет так 30 назад, она сделала бы честь и Super NES, и Sega Mega Drive. Хотя, конечно, настоящее удовольствие от нее можно получить только на сенсорном экране. Дело в том, что это сайд-скроллер, где мы играем за летящий ведьмин глаз. А управлять им можно с помощью свайпов. При этом глаз ничем не стреляет, зато отскакивает от препятствий. В итоге получается комбинация пинг-понга, бильярда и какой-нибудь спейс-шутер. Очень занимательная, нужно сказать, комбинация. Да, игра довольно долго раскачивается и далеко не сразу выкладывает все карты на стол. Однако стоит преодолеть чрезмерно легкую первую половину, как понимаешь, Witch-Eye куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Здесь нашлось место и разнообразным врагам, и оригинальным боссам, и настоящему калейдоскопу игровых ситуаций. Всему тому, что делает эту игру, если не великой, то уж точно оригинальной и достойной внимания. А теперь, братюни, поставьте лайк, подпишитесь на канал и, внимание, самая странная игра в данной подборке и, возможно, в мире вообще. Дело в том, что AI Dungeon — это текстовое приключение, которое для нас полностью придумывает искусственный интеллект. Не текстовый квест, не текстовый RPG, а именно приключение, потому что никаких правил для ИИ нет. Он создает мир, описывает происходящее в нем события и разрешает нам как-то на это реагировать. А еще на основании наших слов и действий он развивает историю. Никакой ролевой системы, инвентаря, генерации персонажей и вообще законов. Что придет в голову электронному данжен-мастеру, то и произойдет. Да, порой эти истории без начала и конца больше похожи на тексты группы «Нейронная оборона», чем на внятные сюжеты. Иногда у компьютерных мозгов шарики заходят за ролики. Время от времени рассказчик начинает выдавать шизофазийный бред или попросту глючить. Собственно говоря, даже никакой особой цели перед игроком он поставить не в состоянии.
Наша задача здесь заключается в том, чтобы развлекать себя самостоятельно в любом желаемом сеттинге и по каким угодно законам. Получается автоматизированная суперпесочница, которую контролирует нейросеть. Вот он, блин, и киберпанк. Игры серии Little Nightmares всегда были, может, и не самыми страшными, но зато чрезвычайно симпатичными и атмосферными хоррорами. Формально дилогию для больших платформ можно назвать платформерами, хотя фактически это скорее головоломки, пусть и в реальном времени. Неудивительно, что мобильная версия полностью перешла в формат пазла, но при этом не потеряла ни в стиле, ни в обаянии, ни в атмосфере. Сюжетно Very Little Nightmares предваряет историю первой части, только вместо подводного чрева здесь жутковатый особняк-гнездо. Вместо вида сбоку мультяшная изометрия, разбитая на клетки, а вместо шестой – девочка в желтом плаще. Рассказывать обо всем этом подробно большого смысла нет, просто знайте, что Very Little Nightmares стоит каждого потраченного на нее рубля. Самый лучший способ напугать – это перенести кошмар из виртуального мира в реальный. Когда ты сам не уверен, где кончается игра и начинается жизнь, проникнуться атмосферой хоррора куда проще. Симулякра делает это самым простым образом – подменяет смартфон игрока смартфоном игрового персонажа. Это обычный мобильник, найденный на улице. Можно залезть в галерею, почитать почту и даже поболтать в чатах. Вроде бы ничего особенного, вот только содержание фотографий, роликов, писем и диалогов такое, словно его взяли из какого-нибудь крипи-треда на анонимном имиджборде. И ведь все это действительно работает, но только в случае с мобильной версией. Если играть на ПК, никакого эффекта погружения не будет, и вы просто получите любительскую инди-поделку, каких в интернете миллионы. Далее по топу лучших игр на Android и iOS расположился астрологастер Саймон Форман, доктор астрологии, который обитает в шекспировской Англии 16 века. На основании движения космических тел он способен вылечить чуму и метеоризм, соединить влюбленных и даже найти пропавший пирог. Естественно, такой талант должен служить людям. Да вот незадача, таланта у него есть, а лицензии нет, поэтому астрологу грозит смертная казнь. Чтобы ее избежать, нужно помогать нуждающимся и собирать отзывы довольных клиентов. Всего посетителей 1,5 десятка, и у каждого свои проблемы и своя история, которая будет развиваться от сеанса к сеансу. Страждущие будут приходить, делиться своими бедами, а наша задача наобум выбрать одно из небесных знамений и кое-как растолковать посетителю его значение. Все это абсолютно бессмысленно, но весело, а ради веселья такие игры и нужны. Тем более, что выглядит и звучит астрологастер весьма на уровне. Ryan North To Be or Not To Be. Еще одна юмористическая вариация Шекспира, на этот раз ближе к тексту, но разве что самую малость. Это приключение классического формата Choose Your Own Adventure, причем настолько классического, что у Ryan North To Be or Not To Be есть не только мобильная или компьютерная, но еще и печатная версия. Однако главное в книгах и играх вовсе не геймплейные механики, а само собой качество текста. И вот с ним у проекта точно нет никаких проблем, ведь здесь Гамлет стал не только комическим, но еще и нелинейным и предлагает десятки вариантов развития событий. Конечно, можно пройти игру за принца датского, максимально близко следуя источнику. Но гораздо веселее выбрать Гамлета старшего и умереть на первой странице, чтобы в следующий раз сыграть за Офелию и посвятить себя научным экспериментам. Первый опыт The Sailor Dream напоминает первый опыт Smused. Это очень красиво, очень спокойно, очень неторопливо. Шведы из Simo Go снова сделали совершенно фантастическую игру с минимум технологий, совершенно непередаваемой картиной и по-настоящему художественным саунд-дизайном. The Sailor's Dream ничего не требует от игрока, никуда его не гонит, не ставит перед ним никаких конкретных задач или целей, не бросает вызов. Мы просто смотрим, просто слушаем, просто изучаем таинственные островки где-то в океане и просто расслабляемся. Эта игра просто сон моряка, и этого ей вполне достаточно. Подписывайся на канал Петров про бизнес, если хочешь узнать, как люди с нуля поднимают многомиллионные бизнесы. Ссылочки будут в описании под видео. Далее по топу лучших игр на Android и iOS расположился действительно уникальный проект, который называется A Blind Legend. Это тот редкий случай, когда в игре вообще нет никакой графики, вся информация здесь исключительно звуковая. Разве что на экране клубится какой-то туман, который озаряет вспышками во время удачных атак. Но что самое важное, этого вполне достаточно для того, чтобы создать увлекательное фантазийное приключение. Главный герой – слепой рыцарь, который вместе с дочерью ищет похищенную жену. Никакой рассказчик здесь не предусмотрен. Мы
воспринимаем все происходящее так же, как и это делает наш персонаж, то есть на слух, и саунд-дизайн здесь один из лучших в истории видеоигр вообще. Голоса людей, шум ветра, стрекотание насекомых, миллионы фоновых звуков создают полную, четкую и яркую картину происходящего, которой совершенно не требует визуальное дополнение. Достаточно закрыть глаза и надеть хорошие наушники. Видеоигры всегда шли с комиксами рука об руку. Вспомните хоть хитовую 16-битку Comic Zone, хоть интерактивные сериалы Telltale Games. На первый взгляд, завершающую нашу подборку лучших игр на Android и iOS Framed и прям отдаленно напоминает Comic Zone стилистикой. Только визуально это уже не мейнстримовая супергеройка, а скорее нуарный шпионский триллер. А в плане геймплея не битэмап, а головоломка. Причем по-своему уникальная и шикарно работающая на тачскрине. Перед нами разворачивается история, выполненная в формате графического романа. Вот только одна беда, панели в ней перепутаны, и мы должны расставить их в правильном порядке. Это позволяет Framed создавать самые различные ситуации. В ней нашлось место и для стелса, и для платформера, и для боевика. Кстати говоря, вторая часть оказалась ничуть не хуже.